Доброе утро, друзья. Спал сегодня здесь, неподалеку от трассы. Проехал я чуть меньше половины до Хабаровска. Около 800 километров, наверное, я проехал от Читы. Ехать еще 1200, по-моему. Надеюсь, сегодня проехать как можно больше. Ужасно хочется помыться. Я уже весь липкий, весь грязный. Некомфортно путешествовать, будучи таким грязным. Однако спится очень хорошо, тепло. Несмотря на то, что местные причитают о том, что на Дальнем Востоке сейчас уже, можно сказать, наступает осень. Хотя сейчас только июль, чтобы вы понимали. Уже холодает, а я сплю в трусах, без футболки, и сплю. И таких дней можно пересчитать по пальцам, когда я сплю вот так вот практически голый. Потому что до этого всегда было очень холодно, и несмотря на то, что уже лето, середина лета и так далее. Ладно, пойду собираться. Впереди долгий путь. Рано расслабляться. Здрасте. Я в сторону Хабаровска еду. Подбросите сколько-нибудь? А? Неподалеку, да, здесь? Ну ладно. Это лучше, чем ничего. Сейчас. Че, автостоп, заебись? Да, не то слово. Что-то холодный. Да так. Не холодный точно. Понятно. Жарко сейчас. Кофе, чай будешь? Я бы не отказался. А хули молчишь? Да неудобно как-то. Только сел вроде. Люди. Фу. Даже не знаю, что лучше, когда холодно или когда жарко. Все зависит от обстановки. Я тебе кофе сделаю. Спасибо. Так, знаешь что? Да? Открывай дверь. Да, это верно. Смотри. Ты свою сумку можешь сюда бросить. Немного весомая. Пока я чайник ставлю, пакетник выкинь, пожалуйста. Вот так вот, ребята. Только-только вышел на трассу, тут же водитель такой попался хороший. Сейчас меня кофе угостит. Да будет завтрак. Да ладно, с утра пораньше гулять. Армянский хит какой-то. Вы армянин? А чего вы ищете? Сладости где-то должны быть. Да ладно. Ну а что ты там снимаешь для ютуба? Хуй его знает. Как еду? Дорогу, так сказать. Как зовут? Армен. Армен? Дима? Что я мог подумать? Петручу. А где она? Тот чекист. Наша Москва. Долго уже едешь? В смысле, по времени. Я ехал сначала в эту хуйню. Северобайкальск, Северодвойск,
дай бог, Таксимо, потом обратно до Иркутска. Еду в Магадан. У меня круг получается 20 тысяч. М-м, Немало. Ну вот эти, блядь, гопники нахуй 100 километров едут, думают, что они, блядь, что-то сделали в этой жизни. А вот так орут, отсторонись, едем, блядь, ебать тебе. Вся твоя машина вместе с грузом не вешает столько, сколько я уже груз везу, блядь. Я еду сейчас за 58 тонн. Нифига себе. Надо бульдозер Камацу везти. Ого, 8 тысяч километров обратно. офигеть. Вот туда грузи, блядь, 30 тонн, блядь, сдохнет нахуй. Я 58, плюс 20 колес. Еще тонна будет. Уху-ху. 50 тонн. Сейчас хочешь для принципа, пойду скажу, дай одну гайку. Любую гайку на болт. У М, меня нет. Хотя если там ковыряться, блядь, 20 гаек можно. м. А вот ко мне подойдут, я открою ящик, скажу, какой нужно забирать. М. Тут они разные люди, Ну да, да, знаю. которые уже по 20 лет, блядь, реально вот по этим дорогам, они, блядь, все сделают. Они даже остановятся, тебе помогут, блядь, колесо бортировать, поставить. Вот. Как и я, например. Мгм. Вижу, что, блядь, человек ебется. Раз остановился. И спросил, бля, аварийка стоит по рации. Помочь надо? Нет, спасибо. Все, я поехал. Вечная юная любовь. Каждый вечер я зову тебя. Без надежды мне прожить нельзя. Жаркие тепло. Вечная. На любовь закрыта моя кода. Я знаю, будет больно и кровоточит рана, но больше невозможно нам жить в плену обмана. И лучше так, чем снова. Опа. Спасибо, Армен, большое тебе. Счастливой дороги.
Жалко, немножко нам не по пути. Армен едет до Магадана. Мне дальше в Хабаровск надо. Ну, конечно, хорошее, конечно, предложение доехать до Магадана, говорит, там вообще тоже неописуемо. Но я все-таки решился, что вот надо все-таки закончить маршрут, уже доехать до Владивостока. Жесть, у меня ни воды, ни еды нету. Дальнобой остановился. Здравствуйте. По сторону Хабаровска. Можете сколько-нибудь подбросить? Спасибо. Как зовут вас? Анатолий. Дима. Очень приятно познакомиться. Спасибо, что остановились. У меня так получилось, что вообще еда закончилась и вода сейчас. Вот там бутылка воды, а еды нету. Ну ничего, можно купить где-нибудь. И давно ты путешествуешь? Уже 2 месяца. А сюда первый раз? Да, я всю жизнь мечтал на Дальний Восток съездить. Не поверишь, я тоже. Тоже первый раз. Серьезно? Блядь, 37 лет рулю, а вот дальше Северобайкальска не был. А тут вот рейс выпал. Вот пенсию. Поехал. Надо же как. Это вообще небо и земля, блядь. Я был счастлив, блядь. Я ехал уже, блядь, по трассе на КамАЗе, ты чё там, блядь. У меня спальник, у меня там кабина. Ну, на КамАЗе зато приходилось, если я на селу ездил, блядь, то на КамАЗе приходилось в дороге и движки менять, блядь, и перебирать, блядь, и мосты перебирать, что только не делать. Ну, он, в принципе-то ремонтно-пригодный. Дороги только запчасти купили. Вот возили с собой. Все, вплоть до поршневой, блядь. Вкладыши возили с собой, и кольца, блядь, и поршня, и цилиндры, блядь. Да вы знаете, я бы, если честно, с удовольствием бы сейчас на Зиле проехался. Вот серьезно. Хотя я понимаю, да, что это некомфортно совсем вообще, но я бы с удовольствием проехался. Вот серьезно. Просто люблю вот старые вот эти советские... Сказать, что это некомфортно, это так. Все равно, что ничего не сказать. Да. Там жарко у них сейчас, наверное, градусов 50, да, наверное. А там караул. Мне очень повезло. Остановился водитель дальнобой. Прямо до Хабаровска поедем. Круто. О, Я один раз видел, с Москвы шел, блядь, не помню, где под Владимиром на какой-то стоянке остановился. Шла машина с Германии, транзитные немецкие номера, блядь, микроавтобус. И туда они умудрились засунуть легковушку. А там вот буквально вот такое расстояние. То есть 2 человека в этой легковушке сидят, они вылезти не могут. Вот в форточку, чтобы им что-то подать, вот такое расстояние. А я еще утром проснулся на стоянке, стою, стоит этот микроавтобус, вот так вот боком. Двери у него подвязаны, нос торчит машины, блядь. И смотрю, они что-то туда подают, оттуда что-то, блядь. Что за хуйня? Чай попил, все, приезжать начал, смотрю, ёба, там 2 сидят, нихуя себе. Вот. Ну, какие-то не русские, узбеки или киргизы, я говорю, нихуя ли
ребята, вам сколько ехали, что там, они вас кормят, блядь, сырье за вами выносят постоянно. Вот эти вот на легковых, они меня вырубают. Но ты вот там для вас отгородили специально, тумбу эту бетонную поставили. Заедьте за нее, тут грузовые, блядь, разворачиваются. Нет, он будет тут, вот встанет. Этот вообще посредине бросил. Ну, они, видимо, не знают. Недальновидные такие люди. А вот такая канитель у них присутствует, блядь. А мне похуй, я поставил, а вы там как хотите. Ага. Что, вам места мало? Я одному подошел, так замечательно сделал. Тебе что, места мало? Я говорю, да нет, мне хватает места. Ну нахер ты мне дополнительные трудности создал? Тебе самому трудно, что ли, вот туда встать? Так, что тут у меня осталось? О. Фу. Да, мне тоже. Ну, хорошо. Блин, такая речка красивая была. Потихоньку падает температура. Ага. Наконец-то. Все равно какая-то сырость, да, влажность. Влажность, да. Душно. Вчера ливень пополоскал меня, блядь. Ты где вчера ливень был? Я не застал вообще никакого ливня. Не застал? Нигде? Нет. А ты где вчера весь день был? Ехал. Никак ты его не застал? Не было ливня вообще. Ну там был дождь, но такого какого-то сильного ливня не было. Да я в одном месте прям вот останавливался, нахуй, потому что вообще ничего не видать. Дворники вот так мотыляются, ничего не видно, блядь. Не знаю. Вот если бы не отбойники, да, даже не видно асфальта. Да и я, блядь, вот прям скорость, я не знаю, там до 30 километров. Все, ну, уже вот осталось только остановиться. Ну сейчас в какую-нибудь яму влетишь, блядь, без колеса останешься. Не, ну там был дождь, но не сильный такой прям. А тут на Дальнем Востоке я заметил, вот погода везде разная. То есть здесь солнце, там сейчас дождь может идти, например, или Я затем. ты выехал. Нормальная погода. А, позавчера, подъезжая к Чите, до Читы, наверное, осталось километров 100, 150. Вот прям вот так вот черная полоса. Уехали, еще мужик впереди. И он мне порадовал. Мы с ним хорошо вместе, с одной скоростью идем. И везде как-то получалось, что вместе.
Он кричит: нихуя, братуха, смотри, там Чернов. Я прям смотрю, там темнота, вот прям реально, прям полосой. И мы вот ехали, да, как стена кончается. Вот здесь вот день, и вот ты въезжаешь, как будто сразу вот чихли вечер. Прям вот сумерки такие. И вот мы ехали, и уже почти на выезде с этой черной тучи, как ремня дал, блядь, такой. Прямо как из ведра льет. Все, мы проехали это, я остановился, ночью маленько побрызгал. Вчера я утром встал, поехал, Читу прошел, и вот где-то километров, наверное, 100 от Читы, опять это сильный дождь такой, ну не как, не просто сильный дождь, полоса какая-то была. Ну, не знаю, там, может с полчаса я по этому дождю ехал. Все, он закончится. Потом то брызнет, то не брызнет, то брызнет, то не брызнет. Вот такая тучка. И потом уже стемнело, да, уже вечер, уже темнеть начало. И я попадаю прям в такой ливень, блядь. Вот прям реально вообще ничего не видать, ни фар не видно. Вот отбойники только видно, мало там. Все, асфальта вообще не видно. Хуй знать, то ли ты по асфальту едешь, то ли он кончился. А там еще дорога местами ремонт, асфальт снятый. Ну, сейчас как попадешь в какой-нибудь почву. Я вот пилил, наверное, километров 30 в час. И уже где-то в 11 часов я заехал на стоянку и стал спать. Мы что-то развернулись вообще на юг. Фух, ребята, долгая дорога. Еще, по-моему, 600 с лишним километров ехать до Хабаровска.
Смотрите, красивые места такие начались. Такой закат балдежный. Хотелось бы уже завтра доехать до Хабаровска. Очень бы хотелось. Водитель уезжает без меня, короче. Я тачку решил перегнать немножко вперед. Кукурузник летит. Господи, что это? Дерево обрабатывающее, блядь, станки. Я тоже эти кафушки держат, блядь. Ну вы как-то следите за этими отхожими. Да, да. Если не запускать, если там, блядь, ну кто-то там бывает, что, блядь, там. Есть тоже люди, ебать, вы, ну вот она дырка, нет, он, сука, рядом сядет с дыркой. Да ёб твою мать, да что ты, блядь. Или ребятишки, что боятся провалиться, или что, хуй ее знает. Поссать тоже. Ну поссать ты уж, блядь, за угол зайди, нахуй ты туда прешься, там, блядь, все засрано, ты еще туда прешься, поссать, блядь. Это какие-то не русские, блядь. Не то немцы, не то хуй знает. Французы, блядь, остановились где-то на трассе. И туалет такой, типа, засранный весь, блядь. И один идет, что-то там по-своему пиздит, за нос держится этому, орет, но типа, не ходи туда. Да. Пошел посмотреть. А я остановился, до туалета дошел, смотрю, обратно идет, вот он. Я говорю, этого, блядь, не в тапки срать надо. На тапки. Блин, я уже, наверное, так воняю, что возле меня уже мухи летают что-то. Потом. Не знаю. Может, хоть сегодня стоянка с душем. Я тоже в душ хочу помыться, блядь, тоже не помыться. Да, было бы офигенно. Там впереди где-нибудь стоянки есть, не в курсе. Заведенск, я знаю, будет с правой стороны на заправке, возле Капустки там. Либо до этого, до Новобурейска ехать, с левой стороны там будет стоянка, не доезжая поста. No файл, блядь. Я говорю, блядь, что за хуйня? Почему улица, ёбана, бро? Мне показывают там столбик вот такой, железный, блядь. Чуть тоньше моей ноги, нахуй. И он этот значок такой маленький, на нем сигаретка перечеркнута. Он говорит, вот, Ирон, no файл. Я да ёбана в рот.
А он говорит, пан, штраф 10 злотых. Я говорю, да ну нахуй. Он говорит, пан, штраф 20 злотых. Я говорю, да ты не охуел. Он говорит, пан, штраф 30 злотых. Игорь меня толкает, говорит, Толян, завязывай, ты что сейчас, говорит, за каждое слово на счет по червонцу накидывай. Короче, 30-ку ему заплатили, блядь. Я ну нихуя себе у них тут. Ко мне бы подошел нам в Казахстане, блядь, на перроне какой-нибудь мент, какой-нибудь штраф, и сказал, нахуй, послал его и пошел туда. Когда с Германии в Польшу въехали, блядь, ну и с этим поляком там зацепились, блядь. Говорю, за грудки друг друга схватили, растащили нас. И сам виноват. Он со мной с хуя нахуй разговаривает. Я ему начал, блядь, тем же самым отвечать. Его это возмутило, что это я с ним, блядь, что это я его курва, это сука обзываю. Я говорю, нихуя ты со мной, блядь, так же разговариваешь, курва, сука, блядь. И все мат на мате, нахуй, все по-русски, блядь. И вот мы только выехали и едем здесь по Польше, блядь. Только вот с терминала выехали. И я охуел, вдоль дороги девки стоят, блядь. Я Игорю говорю, а что это они, блядь, что это? Он говорит, это что, Толян, это проститутки. Я говорю, да ладно, какие нахуй, просто нормальные девки стоят. Он говорит, ну дверь приоткрой, говорит, нахуй, прокатись потихоньку. Я скорость сбавляю, открываю дверь. А их вот, блядь, буквально надо, как, сука, гороху насеять там. Красивые? Да, нормальные девки, все, блядь. Короче, это, одна хватается вот так за дверь и бежит, блядь, каблучары вот такие у нее, эти лабутены хуевые, блядь. Короче, она бежит на этой хуйне и орет, блядь. Пан $1 хуй ням-ням, блядь. Я там, сука, кишки порвал, я сижу, блядь, надрываюсь, нахуй. Ржу не могу, блядь. Вот что-то светится, блядь. А вот, блядь, весной, зимой, блядь, едешь. Ебать, она стоит, эта курточка на ней, блядь, которая еле-еле до пупа она ее дотягивает. И юбка, блядь, через которую трусы видать уже, блядь. И как она, думает, целый день тут стоит на этом, блядь, морозе, ебан, ветер, нахуй, стоит, блядь. Ну, видать, замерзнет, пойдет в машину, погреется. Сейчас уже все меньше, меньше, блядь. Даже на стоянке. Как вот раньше было, на стоянку, блядь, становишься. Ебать, стучат, нахуй. Кстати, я в этом, в Братске, блядь, стоял на стоянке. 2 часа ночи я сплю, лежу, бах, тарабанит кто-то, блядь. Кто там, что ебаного? Хуяк. Шторку отодвигаю, блядь, девка стоит, стекло опускаю. Ну, хуй, мало ли что можешь спросить. Я говорю, чего тебе? Она говорит, отдохнуть не желаете? Я говорю, ты ебанулась все время, сколько? Я уже отдыхаю давно, нахуй, ебан. Нихуя ты меня разбудила, иди нахуй, говорю, отсюда, дурочка, ебан. Ну, в Америке вот что плохо, единственное, там что недостаток, это сцепление, блядь. Сцепление в американской машине механическое. Просто механика, там, блядь, напрямую идет тяга на педаль, блядь, и выжимается, блядь, туго, пиздец. С непривычки. Нога левая, блядь, первое время гудит, блядь, я не знаю как, может. Фух. Доброе утро, друзья. Спал сегодня вот здесь, вот неподалеку от стоянки. Просто жара просто невыносимая, у водителя не работает кондиционер. До Хабаровска осталось еще 400 километров, что сегодня наконец-то мы приедем. Это сейчас, блядь, Хулио стоит, он махает, хуй все навалили, нахуй. У кого камеры стоят, у кого, блядь, там, у самого воткнуть нечего, некуда, нахуй, оно уже забито все, блядь. Да. Все по-разному уже, блядь. Когда по двое, блядь, вот они идешь на европейца, они вдвоем и машут, нахуй. Парень с девкой, допустим, блядь. Ёбаный в рот. Ну куда я вас на загривах посажу? За первого гаишника, ну. Что, блядь, не понимаешь, что ли? У них только вариант либо КамАЗа какой-нибудь, нахуй, либо американца, блядь, тормозить больше. И то в Америкосе тоже, блядь, пассажирская одна сидушка, нахуй, ёбаный в рот.
Только там на спальнике, блядь. А на спальник, блядь, лежа, ну не каждый водила пустит кого-то сюда ложиться. Конечно, конечно. Я раз двух телок взял, еду, блядь, там с Новосиба, отъезжает. Еще по старой дороге ездили. Перед Коченёва, стоят, он спалил, хуяк тормозит, понял. Заскакивает на подножку и прямо со стекла сразу фотоет, понял. Фига себе. Я говорю, да я не отрицаю, ёбаный. Не отмазался бы. Ты чё, блядь? Так ты охуел, нахуй ты их двоих везёшь, блядь. Ну, блядь, стояли, две попросились. Выписал нахуй. Ну пусть, говорит, теперь отрабатывают. Я говорю, да, конечно, куда им теперь деваться? Будешь кофе? Ну так вот, по-нормальному Да. поговорили с сахаром? Да, без разницы. Нет, ты говори, не стесняйся. Да, с одним сахарочком можно. Держи кофе тебе. А ты где ночевал? Держи. Да вот здесь, на трассе неподалеку. На той стороне? Да, вон там вот. Ну, возле деревни, короче, здесь. Так, а что тебе под бокал? Бокала нету ничего. У меня есть бокал, доставать, правда, надо. Да, тут тебе на полстакана хватит. Один с Москвы, то ли он с Москвы, она с Питера, то ли наоборот. Поэтому по интернету словились. Вагон ушел по назначению, блядь. А им сказали, то ли. Бля. Нихуя себе, кабеля что задавит, блядь. На Хабаровск тоже едет, да? Он, да, прям по бару едет. Мгм. Сейчас здесь до родника там, может, до Капушки с ним дойдем, Мгм. а там потом сами по себе доедем. Там, говорит, блядь, мудреные развязки нахуй на Хабару. Да? Так что, говорит, лучше, блядь, если не был, нахуй, кого-нибудь тормозни, за кем пристройся. Там поближе подъезжать будем к Хабаре, блядь. В рацию поорем, кто идет на ватик, нахуй. Прилепимся, вон новенькая, блядь. Такой вот хозяйство купить. Грузовичок пригодился. Японская, да, какая-то? Ну, Часто такие вижу здесь, в этих краях. какая-нибудь маздочка, блядь. Нет, Тойота. Больше ничего за душой не было. Сейчас эти, блядь, правители, ебаные, возьми. Все, сука, миллиардеры ебаные. Да. Ну, ты нажрался, ты дай людям-то хоть чуть-чуть пожрать. У нас, говорит, в России проблема, блядь, не в том, что, блядь, когда голодным жрать дадут, а в том, что, блядь, когда сытые нажрутся. С какого года, вот, получается, вы уже водите фуры? С 83-го. 73-го. У меня трудовая книжка вся исписана. Устроишься, блядь, полгода заработаешь, хуяк, организация закрылась. Ну, попал в такое время, блядь, как раз расцвет перестройки, блядь. Организации, блядь, лопались как мыльные пузыри, блядь. Частники, новые русские, блядь. Поработал у него, поработал.
завтра приходишь, нахуй, безо всяких объяснений, блядь. А все, он решил, нахуй, другим бизнесом заняться. Приходишь, машину продано, нахуй. Горбачев, тогда заступил. Или Андропов еще был, не помню. Ну, короче, уже зарплата, все это, блядь, попадало, 240, что ли, 220 рублей. Я в бухгалтерию прихожу, говорю, вы что, пошутили, что ли? А что за зарплата? Они говорят, все, Анатолий, отошли те времена, нахуй. У нас приказ. Здесь раньше дорога была без асфальта, болото. Ладно, поедим. Новые тачки, да? Да нет, старый, скорее всего, даже утопленник, видишь, шланги все оторвано, нахуй. Завязано сюда, блядь. Ну, если в подтеках каких-то. Они даже распил, смотри, она на болты собрана, нахуй. Это распил, блядь. Их распиливают, нахуй, пополам. Привозят сюда, как запчасти. А тут их обратно состыковывают, нахуй, сваривают и продают новые. Неплохо. И та распил, блядь, и та распил, нахуй. Видишь, они все, блядь, у кого шланги подвязаны, все распил. Что, поехали лучше куда-нибудь, может, где-нибудь попадет на стоянку. Станем там, блядь, постоим. Блядь. На телефоне включают там. Но однако же фонарик все равно с собой присутствует, мало ли что. Ебает сапту, аж горячий воздух. Охуеть. Электричка пустая, едет.
Амур. Большая. Да. Хера себе. Что это было? А? Что это было? Стык. А. Давай, аккуратнее. Ага. Все, счастливо. Друзья, я в Хабаровске. Бля. Короче. Вот я и в Хабаровске. Иду искать свой хостел. Надо помыться, постираться. И завтра я выдвигаюсь во Владивосток.